Вот, и он как бы так пришел такой, весь восторженный такой, и как бы понял, что он оказался в каком-то таком сказочном месте, такой блистающий мир, блистающий мир. Вот. Это было первое его как бы воспоминание. А совсем недавно он приходил такой, заходил в гости, и он говорит такой: да, Сергей Васильевич, я когда позанимался у вас, я понял, позанимался рисунку, я понял, какая это боль. Все-таки афорт, гравюра, афорт – это не такой не быстрый путь от точки А до точки, там, от начала работы до конечного результата, там, до оттиска. Это быстрый, это долгий путь, это путь там создания эскизов, подготовки доски, там, гравировки, промежуточной печати, потом еще гравировки. Это длинный путь. И поэтому не каждый человек может себе позволить, ну как бы, даже не то, что позволить, не у каждого человека найдутся силы, чтобы пройти этот путь. Потому что, ну, зачастую, вот, по моим наблюдениям, нынешний современный человек, он как вот, мне кажется, в жизни, как в супермаркете. Вот пришел, купил, съел, ну и так далее. Все очень быстро. И они просто не способны, они не могут затрачивать там какую-то энергию. Они не могут себе позволить этого даже не то, чтобы подумать, а просто позволить себе этого. Чтобы там потратить, я не знаю, там, год жизни на то, чтобы там изучить. Там, просто другие. Вот. И они, как мне кажется, они вот все хотят вот такого быстрого результата, чтобы пришел, тут же быстро напечатал, тут же быстро как бы там показал, выложил в интернете, вот, опубликовал на Фейсбуке, получил там 25 там, лайков и 40 комментариев. О, слушай, как это здорово, вообще классно, чума просто, ты гений там и так далее. Я директору всегда говорю: мы живем в удивительное время. Дилетантов и непрофессионалов. Несмотря на то, что мы живем в такое одноразовое время одноразовой пластиковой посуды, да, там, или там еще каких-то, так сказать, зубочисток, там, и бумажных пакетов, там, стаканчиков. Вот. Все-таки находятся люди, которые способны потратить свое время, свою жизнь для достижения какого-то более глубокого результата. Просто само сознание, то, что ты делаешь красивые, хорошие, достойные вещи. Ну, для меня гравюра, мне кажется, она как бы вмещает в себя очень многие аспекты, там, стороны жизни. Здесь и техническая часть, и техника гравюры, и содержание. Вот. И в последнее время это просто уже, мне кажется, просто перерастает в чистое искусство, не с целью заработка там, и так далее. Вот. А именно просто вот как бы сделать такую достойную, как бы честную вещь, честную такую, чтобы не было стыдно ее показывать. Вот. И чтобы тебе самому было, чтобы ты сказал, что ты вот как посмотрел на меня и сказал: да, я вот как вот в этой вещи я вот сделал вот все, что смог. Это вот на данный момент вот для меня вот гравюра, она как бы вот практически все вот вбирает в себя. Пациент скорее жив, чем мертв. Все-таки люди занимаются гравюрой. Их не так много. Какой-то вот жизненной силой, да, вот это вот такой движущей, для меня все-таки является это процесс создания. Когда что-то создаешь, не что-то делаешь, там, или не работу работаешь, а именно процесс создания. А процесс создания, он как бы начинается с первой какой-то вот мысли какой-то, я не знаю, там, с какого-то листочек упал, там, там ты посмотрел, тебя раз как-то образ какой-то пошел,
И дальше уже ты начинаешь фантазировать и придумывать. Ну и, соответственно, мне очень интересно это делать, то, что придумал, а воплощать это просто в жизнь. Не оставлять как голую идею, да, или там в плане эскиза и так далее, а именно просто вот пытаться это воплотить в жизнь и сделать это, ну, максимально хорошо. Где-то там в душе, там, может быть, я там как бы перфекционист. Это я только сейчас понял, что мне кажется, что тема «Маленького принца», она существовала всегда. В 1968 году на Прибалтийской киностудии сняли фильм «Маленький принц». Это вот я точно помню, что это был, по всей видимости, первое кино, которое я посмотрел в кинотеатре. Вот. Отец меня свозил, по-моему, было в Люберцах. Вот. Там стоял, где-то на площади стоял самолет Ли-2, в котором внутри был натянут экран, и стояли кресла, и там был установлен проектор. И вот там как бы для детей показывали там всякие детские кино. И меня вот это самые первые воспоминания, вот я просто помню вот какие-то отрывочные кадры. То есть это на самом деле достаточно глубоко. Она, наверное, сидела внутри до 2010 года. А уже в 2010 году вот возникла мысль сделать для группы тему именно как «Маленький принц». И когда я объявил вот это все там, значит, мы будем делать «Маленького принца». Сделаем иллюстрации, сделаем гравюры, вот, сделаем папку с гравюрами, а потом мы сделаем книгу с иллюстрациями. И потом во время одного из чаепитий мы просто сидели, что-то разговаривали, все, вот «Маленький принц», там как вот так вот. Вот. И я говорю, а почему нам не замахнуться на кино? На цирк мы пока не тянем. Мы такие все молодые, красивые, задорные. Попробуем сделать и кино. Такое большое взрослое кино. Мне интересно передавать знания и тот как бы полученный опыт, приобретенный опыт свой собственный, накопленный опыт, который там я прочитал в книгах. Передавать вот все вот это своим ученикам. Мне это доставляет удовольствие. Я их не делаю счастливыми, ну и, соответственно, как бы я не торгую счастьем, а я им передаю то, что я знаю, то, что как бы у меня есть. А себя счастливыми они сделают сами. Когда я вижу, что человек пришел с нуля, и через год, через полтора, не через 2-3 часа он получает как бы готовую красивую картинку, вот, и уходит счастливым, в полном неведении о том, что эту красивую картинку за него кто-то написал, вот. А через год, через полтора он садится к листу бумаги и делает сам хороший, достойный рисунок. Вот в этом, мне кажется, заключается очень большая ценность. Но это труд. К сожалению, это как бы громадный труд. Я так думал, это самое, там 16-17 лет, это вообще было просто невероятно. Там, когда люди режут руки, там, тушат бычки, там, чтобы почувствовать боль, там, и так далее, и они задаются там смыслом жизни. Все, слава богу, прошло. Я понял, нет ничего. Ноль, ничего нет. Смысла жизни нет.
У меня вот чем, как, у меня чем хорошо, у меня все хорошо. Только денег нет.